Я решил собрать собственными руками электрический камин. Приобрел в магазине вот такой электрический очаг за 10 тысяч в магазине Мегастрой. Вот. Приобрел такой декоративный камень, две коробки. Ну, похоже, мне две коробки не понадобится. Больше одной коробки не намного. Вот данный камень я приобрел две коробки за 1500. Краску взял, буду подкрашивать тот пиломатериал, на котором будут крепиться вот эти брусочки в черный цвет. Приобрел комплект саморезов, уголков для скрепления. Саморезы. Так. Далее приобрел в магазине вот такую доску, которая будет служить мне в качестве полки наверху и внизу. Мебельная доска. Далее приобрел 3 ОСБ плиты и 3 бруска 3х20. Вот этот стройматериал мне обошелся 1350 рублей вместе с краской, саморезами. Итак, все это хозяйство мне обошлось, получается, 13 тысяч. 13 тысяч. Самый простой электрический камин в магазине стоит 16 тысяч. Вот, но я буду, наверное, делать такой, который где-то стоит 1025. Ни разу еще камины не делал своими руками, но, наверное, получится. Из инструментов электрический лобзик Makita и штурм Шурик. Нарезаю бруски. Вот у меня теперь готовы бруски. Это для верхней секции, это для нижней секции. Теперь буду нарезать ОСБ плиту. Полки уже готовы. Вот я разметил ОСБ плиту и буду сейчас ее пилить, соответственно, по размерам. Итак, первый этап сборки камина завершен. Вот я сделал нижнюю полку. Вот, как вы видите, вот эти вот короткие брусочки при помощи уголков пришил к этой доске. И к этим брускам пришил, соответственно, ОСБ плиты. Вот. Нижняя полка, соответственно, готова. Сейчас я буду конструировать верхнюю полку, которая будет находиться вот здесь. Продолжается сборка. Вот второй ярус. Сейчас я собираю
При помощи уголков скрепил вот эти бруски, и к ним сейчас начинаю пришивать ОСБ плиты нарезанные. Вот, чтобы получилось у меня вот такая конструкция. Вот почти готовый материал. Брусы в прошлый раз я показывал, вот я эти брусы обшил. Все, и камин принимает такой полузаконченный вид. Сейчас я вот эту столешницу буду устанавливать и прикреплять на верхушку. Ну вот, друзья мои, камин приобрел практически законченный вид. Очаг вставил, пока его не прикручивал, потому что его надо будет снять, для того, чтобы все это дело обшить декоративным камнем. Вот столешница, на ней будет установлен телевизор, данный камин будет стоять вот в том месте. Вот внутренняя часть, что из себя представляет, многие в магазинах смотрят. Внутренняя часть, тут абсолютно ничего нет. Все пусто. Я его собрал и покрасил. Покрасил при помощи вот такой вот краски. Взял в магазине. Почему покрасил? Потому что я собираюсь клеить сюда декоративную плитку. Вот, мне декоративная плитка на черном фоне будет смотреться идеально. Придется резать данный декоративный камень. Я его разметил, приготовил вот целый пакет. Завтра поеду на дачу. Вот в этом пакете вся плитка, которую необходимо резать при помощи болгарки. Потому что здесь в квартире, если резать начнешь, здесь будет хаос. Ну, пока на сегодня хватит. Съездил на дачу сегодня. Там вот эти вот плитки нарезал. Вот у меня кучами. Я их подписал, где что должно лежать, чтобы потом не мучиться, не искать. Вот обработал края наждачной бумагой. Сейчас вот выложил, и при помощи вот данного клея, клей универсальный момент монтаж, я клею данные плитки. Надеюсь, будет держаться нормально. Занятие довольно-таки утомительное. Мне больше нравится, когда физически что-то делаешь. Ну, что-то, допустим, пилить, там, стругать. Такие вещи я не очень сильно люблю, но никуда не денешься. Сосед их делать не будет, приходится самому. Ну, в принципе, рано или поздно я все равно это дело доклею. Так что ничего в этом страшного нету. Итак, вот эти два столбца я наклеил. Теперь возьму за нижнюю часть. Вот, пока на сегодня, думаю, достаточно.
Я обклеил весь фронт перед, то есть камина. Красиво. На завтра я оставил вот эти вот боковины. Пускай фронт высохнет, чтобы ничего не отвалилось. Итак, наш камин принял вот такой практически законченный вид. Вернее, обрамление для камина, для вот этого данного очага. Вот. Сейчас я провожу лакопокрасочные работы. Вот такое вот защитно-декоративное покрытие для древесины. Закончил я это мероприятие вот таким вот образом. Вот. Крашу, покрываю пропиткой. Стараюсь сделать аккуратно, чтобы на декоративный камень не попадали брызги. Вот. Нижнюю полочку я тоже покрыл. Ну вот и все. Вот и все. Вот и весь камин. Прикольно, не правда ли? Сейчас приглушив свет, можно насладиться красотой этой вещицы. Надеюсь, это видео поможет кому-нибудь. Пока.